Эти дети просто поражают. Их истории кажутся просто невероятными, а фотографии, которые документируют их деяния, просто шокируют. Но кто из них сможет вас удивить еще больше? Юный гений? Пятилетний гора мускулов? Или девочка, ставшая мамой уже на 6-м году своей жизни? Знакомьтесь, Оскар Ригли. И давайте не будем путать его с мистером Рипли, киноперсонажем Мэтта Дэймона. Этот британский подданный справедливо считается самым умным ребенком в мире. Когда ему было всего 2,5 года, его IQ был равен интеллектуальному коэффициенту Альберта Эйнштейна во взрослом возрасте. Благодаря этому достижению Оскар стал самым молодым жителем Великобритании, принятым в общество Менса, куда принимались все, кто имел достаточно высокие показатели коэффициента интеллекта. У Ригли IQ был 160 баллов. В его 2,5 года его больше интересовал цикл размножения пингвинов, чем обычные игры для детей. Родители Оскара утверждают, что он начал говорить в 9 месяцев и в 18 месяцев уже мог повторить алфавит наизусть. К 2 годам его словарный запас составлял 1000 слов, что значительно превышает норму для детей его возраста, чьи словари состоят из примерно 50 слов. Когда Оскар достиг 7 лет, этот юный гений уже освоил программу старших классов, одновременно изучая 6 языков и увлекаясь университетскими учебниками по биологии. Джессика Леонард – американская девочка, которая стала известна во всем мире благодаря своему невероятному преображению. Всего в 3 года Джессика весила почти 80 килограмм. За следующий год она набрала еще 40 килограмм, а уже в 7 лет девочка достигла веса более 220 килограмм. Из-за своего излишнего веса Джессика с трудом могла двигаться, у нее появились проблемы с суставами, даже разговаривала она с большим трудом. Мама Джессики говорила, что дочка постоянно требовала кушать и устраивала истерики, если ее ограничивали в еде. Вместо рекомендованных 1800 калорий в день девочка потребляла до 10 000, предпочитая фастфуд и газировку. После участия в нескольких телешоу, наконец-то Джессике решили помочь. Она была помещена в специальную клинику, где начался ее постепенный процесс по снижению веса. За 1,5 года Джессика сбросила 140 килограмм. К 10 годам девушка освободилась от большей части накопившегося жира, а позднее ей предстояла операция по удалению лишней кожи. Джессика осознала необходимость контроля над своим питанием и начала придерживаться более сбалансированного рациона, вести активный образ жизни и поддерживать нормальный вес для своего возраста. Будучи студенткой, она активно занималась гимнастикой и играла в баскетбол. В своем рационе питания Джессика стала отдавать предпочтение фруктам и овощным салатам. На данный момент ее вес составляет 60 килограмм, что достигается благодаря ее упорству и преданности здоровому питанию. Она с ужасом вспоминает свое прежнее состояние, когда ее вес был настолько ненормальным. Фото маленького мальчика с не по-детски прокачанным телосложением видели, наверное, все пользователи сети интернет. Эти снимки стали вирусными и даже стали мемами. Зовут этого юного атлета Джулиано Строя. Джулиано родился в Румынии в 2004 году. Его отец, бывший гимнаст, уже с самого детства прививал сыну любовь к спорту. Всего лишь в 2-летнем возрасте мальчик начал тренироваться с отягощениями. Отец брал с собой Джулиано в спортзал, где юного атлета учил всему, что сам умел. Благодаря гимнастическим и силовым упражнениям маленький спортсмен много раз становился рекордсменом. В 5 лет ему удалось пройти на руках 10 метров, удерживая 15-килограммовый мяч между ног. Через несколько лет Джулиано сумел отжаться на руках 20 раз, при этом ноги его не касались пола. Хочу заметить, что не каждый студент сейчас отожмется правильным образом 20 раз от пола. Между тем, известно, что Джулиано ничем не был обделен в детстве. Он рисовал, обожал смотреть мультфильмы и играл с друзьями во дворе. За пределами фитнес-клуба это был самый обычный мальчишка. Джулиано Строя 19 лет, и он усиленно тренируется в зале бокса. Его главная цель – стать чемпионом мира, и мы верим в него. Джулиан Павон – талантливый американский музыкант, который стал самым молодым профессиональным барабанщиком в мире.
Родившись в 2005 году, он уже через несколько месяцев начал обращать внимание на свои ритмические навыки. Всего в 15-месячном возрасте Джулиан заключил свой первый музыкальный контракт, исполнив ударную секцию для гимна американского баскетбольного клуба. С каждым годом молодой музыкант все больше привлекал к себе внимание публики. Его выступления на YouTube, где двухлетний малыш с соской во рту отбивал ритмы на барабанной установке, набирали тысячи просмотров. И в год и 8 Джулиан уже записал свой первый альбом, после чего к нему пришла настоящая слава. В 11-летнем возрасте Джулиан уже владел барабанной установкой из 22 частей, включая 17 тарелок и 2 больших барабана. Он виртуозно играл в различных жанрах, таких как рок, фанк, фьюжн и джазовый бит. Но успехи в музыке были лишь частью достижений Джулиана. Его таланты распространились и на другие области. Всего в 4-летнем возрасте он придумал, изготовил и получил патент на уникальную корректирующую жидкость под названием абракадабра. Эта жидкость, находящаяся в контейнере в форме барабана, способна удалять сколы краски с музыкальных инструментов и других предметов. Кроме того, в 7-летнем возрасте Джулианом были разработаны музыкальные перчатки со сменными кончиками под названием «перчатки Джулиана», также получившие патент. С их помощью возможно воспроизводить различные звуки. Таким образом, Джулиан Павон – молодой и талантливый музыкант, который не только влюблен в музыку, но и обладает уникальными изобретательскими способностями. В 1933 году в Перу родилась Лина Медина. Через 5 лет она сама стала матерью. Живот девочки заметно увеличился и вызвал беспокойство ее родителей. Врачи, предполагая наличие опухоли, отвезли Лину в больницу. Однако диагноз, который поставил доктор, ошеломил просто всех. Девочка находилась на 7-м месяце беременности. Медики объяснили этот феномен ранним половым созреванием Лины. Ее первые месячные начались 8 месяцев, а уже к 4 годам у нее активно развились молочные железы. Вопрос о том, кто был отцом ребенка 5-летней Лины, до сих пор не имеет ответа. В 1939 году отца Лины Медины задержали по подозрению в изнасиловании своей дочери, однако доказать вину не удалось, и его отпустили. Стоит отметить, что Лина родила здорового мальчика весом 2,7 килограмма. Роды прошли при помощи кесарево сечения. Сына Лины до 10 лет воспитывали как ее брата, и только потом ему открыли семейную тайну. Херардо скончался в 40 лет от болезни костного мозга. Во взрослом возрасте Лина вышла замуж в 1972 году, родила второго ребенка. Таким образом, разница между первыми и вторыми родами составила аж 33 года. Существует версия, что девочка стала жертвой ритуального обряда или оргий, которыми часто заканчивались массовые празднества у перуанских индейцев в деревнях. Однако это только догадки, так как Лина унесла эту тайну с собой в могилу. В ноябре 2015 года, в возрасте 82 лет, она скончалась. Карсон Хьюи Ю – самый молодой выпускник Техасского христианского университета. В юном возрасте он мог играть на пианино, владел китайским языком и мог создать 8-ступенчатую задачу для решения математических структур в квантовой физике. В возрасте 11 лет он стал самым юным студентом Техасского университета. Родители Хьюи Ю заметили первые признаки одаренности в 3 месяца. Мама принесла малыша на проверку зрения, и врач был впечатлен способностями Хьюи Ю сосредоточиваться. Карсону не исполнилось еще и 2, но он уже мог прочитать целую главу из книги. Он начал заниматься по программе обучения чтению, прежде чем отметил свой 3-й день рождения. В 5-летнем возрасте Хьюи Ю умел складывать, вычитать, умножать и делить числа, что приблизило его к уровню знаний старшеклассников. Он сам научился играть на фортепиано, пользуясь книгами и онлайн-курсами. Родители вундеркинда столкнулись с трудностями в поиске для него подходящей школы из-за его молодого возраста и высокого интеллекта. И все же им удалось такую найти. В этом учебном заведении к мальчику отнеслись с пониманием. Школа, в которой нет строгого фиксированного стиля обучения, и это позволяет 30 или 40% учеников становиться выпускниками раньше, чем обычно.
В новой школе Хью Ю выделялся своей успеваемостью и готовностью помочь другим. Старшеклассники просто обожали его за эти качества. Хью Ю сначала даже не мог оформить заявку на поступление в университет через интернет из-за своей даты рождения. Но во время беседы с представителями вуза он показал себя великолепно. В 14 лет он закончил Техасский христианский университет со степенями бакалавра по физике, по китайскому языку и по математике, а в возрасте 17 лет он получил степень магистра по квантовой физике. Сейчас Хью Ю является аспирантом Техасского университета, продолжая свою специализацию в этой области. Одаренные дети были во все времена. И вот вам пример. Вольфганг Амадей Моцарт. Если вы не проживаете в уединенной пещере, вам наверняка знакомо имя Моцарта, великого композитора и музыканта. С первых лет своей жизни он проявил удивительные способности в области музыки. Всего в 3-летнем возрасте Моцарт первый раз взял в руки музыкальный инструмент, а уже к 5 годам он написал свою первую опубликованную музыкальную композицию. Отец обучал его игре на органе, скрипке, клавесине. Когда Амадею исполнилось 6 лет, вся его семья отправилась в музыкальное турне по городам Европы. В этих городах Моцарт и его сестра Мария Анна давали концерты, которые поражали слушателей своей удивительной красотой. Во время путешествий по Германии, Швейцарии и Голландии музыка Моцарта продолжала поражать аудиторию своим неповторимым звучанием, и впервые его композиции были опубликованы в Париже. В следующие несколько лет Амадей Моцарт проживал в Италии. Именно здесь впервые поставили его оперы. К 17 годам он уже объездил достаточно городов Европы и имел в своем репертуаре более 40 крупных произведений. Что бы вы сказали, если бы вашему лечащему врачу-хирургу было всего, скажем, 7 лет? Согласились бы вы на операцию? Мысли, которые приходят в голову, когда говорят о хирурге, часто связаны с тяжестью этой профессии. Чтобы стать высококвалифицированным специалистом, необходимо много и упорно учиться. Хирург играет рискованную роль, ведь от его рук зависит жизнь пациента. Но в мире известны случаи, когда хирурги без формального образования и в очень юном возрасте проводили успешные операции. Сегодня я расскажу об одном из таких случаев. Акрит Ясвал – самый молодой хирург в мире. Он родился в Индии 23 апреля 1993 года. Несмотря на свой юный возраст, он обладал удивительными способностями. Уже в 10 месяцев он начал говорить, а к 2 годам овладел чтением и письмом. В 6 лет мальчик читал книги по анатомии и другим областям биологии и медицины. В 13 лет его IQ был равен 146. Этот удивительный интеллект Акрита Ясвала поразил очень многих. Главной его целью с детства было найти лекарство от рака. В возрасте 6 лет ему пришла идея лечения рака с помощью генной терапии. Благодаря своей идее он получил возможность присутствовать в больнице во время операций и наблюдать за процессом. В результате Акрит уже в 7 лет смог проводить операции. Многие называли это чудом, ведь не практикуясь и не изучая многие хирургические приемы, Акрит Ясвал смог начать успешно оперировать в таком юном возрасте. Свою первую операцию Акрит провел 9-летнему ребенку из бедной семьи, у которого срослись пальцы рук. Семья не имела средств на обращение к врачам в больницу, поэтому они обратились к семье Акрита с просьбой провести операцию бесплатно. Не задумываясь, мальчик согласился. Родители мальчика сомневались в успехе своего сына, но им помог взрослый и опытный хирург, и операция прошла успешно. Акрит Ясвал поступил в начальную школу в возрасте 5 лет и за год прошел всю начальную программу. В 12 лет он получил степень бакалавра по ботанике, химии и зоологии в Индийском университете. Благодаря своему гениальному уму Акрит Ясвал получил приглашение обмениваться идеями о медицинских исследованиях и был протестирован в Имперском колледже в Лондоне. В течение 2 недель Акрит проходил тестирование от различных экспертов в области биологии, хирургии, урологии и психологии. Результаты показали, что Акрит Ясвал в самом деле обладает огромным потенциалом в медицинской сфере. Однако ему нужно руководство компетентных экспертов-хирургов в соответствующих областях.
И все же для любого родителя именно его ребенок всегда будет самым красивым, самым умным и самым талантливым. А главное для любого ребенка, чтоб его любили. Чего я вам всем и желаю, родителям и детям. Спасибо за просмотр, ставьте лайки на это видео и подписывайтесь на канал, если вам было интересно и полезно. И до встречи в следующих видеороликах. Пока!